ой, вот это не надо, я не понимаю этих вещей, да. И да, это долгая, как бы, пугливая история, все это, да. Просто я думал, что-то случилось. Что-то, наверное, случилось, если ты говоришь. Я понял. А или что это так, как это каждый день там, что ли, так видно, что ты, или что, я такого не было еще просто. Не знаю, что написать. О, смотрите. Я просто понял, да. Ну да. Это совершенно, не знаю, да, стабильность, если, наверное, работа. Ну да, наверное. Добро пожаловать, друзья. Вы здесь, а значит пришло время рассказать вам, как на самом деле работает Telegram 10 и чем наш... Нет, как бы я тебе про это не говорил, я тебе говорил, что да, ну про себя думаю так, да. У тебя все какие-то действия на разрушение направлены. Я тебе просто говорю, что надо свою жизнь жить, да, понимаю. То есть, да, понимаю, да. Либо на паразитазм, какой-то, да, типа того. Ну смотри, что проще, либо если быть временным паразитом, то есть ты пока на содержании, но у тебя есть время наработать, да, типа того. То есть, паразитом навсегда это невыгодно быть, понимаешь, да. То есть ты сам, ну, ты жизнь проживешь как бы в мерзости, и ни денег нормально не заработаешь, ну, не реализуешь ничего в своей жизни, не повидаешь, не станешь и так далее, да. Да. Ну, скажем, допустим, своему выгоду, да. Да. И, ну, а деструктор это деструктор, то есть деструкторы плохо выживают, да. И вообще это люди, которые как бы ничего не делают, которые только все разламывают, да. Потому что они, да, не мужики, как бы, да, понимают, да. Ну, это простой способ, как бы, типа, как тебе сказать-то, я даже не знаю, как это, ничего, просто ничего, то есть ничего от этого не происходит, просто ты, да, то есть, понимаешь, да. Ну да. Ну да, или как это, наверное. Я поэтому не верю вот в силу, в грубую, да. Если бы грубая сила была, ну это все понятно, да. То есть понятно. То есть это у тебя не хватит жизни на все это. Я тебе просто объясняю, что надо свою жизнь делать как-то, да, понимаешь, уникально. А в политике ты никак без этого не обойдешься. Политика это. Даже если ты смотри, ты профессиональный чоповец-охранник, то есть у тебя и то есть какие-то, ну, это, конечно, не самый лучший вариант, но ты наемный работник, то есть это во-первых, как бы. Во-вторых, ты да, понимаешь. То есть у тебя есть вариант, то есть твоя задача, чтобы никто не проникал на территорию, ни у кого не, да, типа того. Да. То есть по-разному можно решить. А если ты военный, у тебя никаких опций нету, только да, типа того, да. Вот я понимаю, ты уж деструктор. А если ты военный специалист, профессионал, ну, ты мясник просто, да, человеческий. Я не думаю, что это очень хорошо, честно говоря. Я вообще не думаю, что это, да. Но это ближе как-то, если ты, ну, наверное, идейный военный это лучше, чем профессиональный военный, да? Наоборот. Не знаю, да. Я не думаю это, я вообще про это не думаю. Я думаю, что, да. Я имею в виду на гражданке, ну, типа того, чоповцы какие-нибудь, охранники. Ну, полицай это чиновничья как бы штука. А когда ты, ну да, ну смотри сам, короче, что, да. Ну полицай, короче, ладно. Ну ладно, это так себе. Justice Department officials 9 times to undermine the result. And when the former president considered replacing then acting Attorney General Jeffrey Rosen with loyalist Jeffrey Clark, a DOJ lawyer who supported the election lies, White House counsel Pat Cipollone threatened to quit. It was Cipollone who spoke up and said that he thought that this scenario and what they were trying to achieve was a
murder-suicide pact, and the president should not do it. The committee's report is the most comprehensive account so far of Trump's wide-ranging plot. New revelations include accounts from inside the Oval Office on January 3rd, when Trump blamed former U.S. Attorney B.J. Pak for failing to find mass election fraud in Georgia and wanted him fired. That prompted acting Deputy Attorney General Richard Donahue to call Pak that night to tell him to preemptively resign, which he did. Republicans have already issued a rebuttal to the report, dismissing the idea that Trump was attempting a coup, noting that ultimately no action was taken by the DOJ. So President Trump assembled a bunch of people in his office, and they discussed what they ought to do. There is still more to find out. The committee is still waiting for records from the National Archives, which could shed more light on the pressure campaign coming from inside the White House. And Democrats say Jeffrey Clark has not yet agreed to an interview. This has been a massive attack on the integrity of the voting system in the greatest democracy on earth. Meanwhile, new court documents reveal Rudy Giuliani and other Trump allies testified under oath that they did little to verify these false election fraud claims before blasting them out to the public. In a sworn deposition, Giuliani acknowledged he did not have all the facts before falsely accusing a Dominion voting systems executive of changing votes for Joe Biden, defending it this way, saying, "We didn't pronounce him guilty. We laid out the facts that we had." And all of this as the former president continues to insist the election was rigged. Trump released a statement criticizing the work of the January 6th Select Committee, saying lawmakers should conclude that the real insurrection happened on November 3rd, the presidential election, not on January 6th. And the Select Committee just issued 2 new rounds of subpoenas to more people involved in planning the Stop the Steal rally on January 6th. That was a precursor to the Capitol attack. One of the subpoenas is to the Stop the Steal group leader, Ali Alexander. He actually previously claimed that he worked closely with Republican congressmen planning the rally and that he communicated with the White House. And Jake, of course, all of those major points of interest for the Select Committee moving forward. Jake. All right, Jessica Schneider, thanks so much. Let's bring in Democratic Senator Dick Durbin of Illinois. He's the Senate Majority Whip, and he's the chairman of the Senate Judiciary Committee that just released this report. Senator, thanks for joining us. I'll get to your report in a moment, but I want to get your reaction to this breaking news from the Washington Post that former President Trump is telling his aides to not comply with the House's special committee investigating the January 6th insurrection, which has subpoenaed those 4 aides. Clearly, this shouldn't surprise you, and I'm sure it doesn't. Do you think this is grounds, however, for charges against Trump and these aides of obstruction of Congress? Let's take it one step at a time. I don't think Mr. Trump's aides are ever going to ask me for advice, but I would suggest modestly follow the law instead of the ravings of this former president. He doesn't have the power to pardon you anymore, and probably, I hope, never will again. And be careful. Follow the law, even if the president is begging you to stay away because of the evidence that you might present. What about holding them in contempt of Congress or holding former President Trump? I'm not going to jump ahead of the script here. I think it's up to the Select Committee to issue the subpoenas and to react to the witnesses and whether they comply with them. I'm not going to presume the outcome of that. I'll let them take care of that. So let's turn to your report, which is rather stunning. It lays out some just very Видишь, а ты upsetting... говоришь, делать нечего, блин, понимаешь? То есть как бы вообще дел по горло, понимаю, я про себя и думаю так, наоборот, вот это он имел в виду, да. Ну да, на стороне света, понимаешь? Если ты что-то хочешь сильно спрятать, то это, наверное, странно как-то, да. Как бы тебе, понимает он тебя, да, понимает, да. Да. Для себя просто так уж говорил. Да. Claims made by former Trump officials, including the acting Attorney General Jeffrey Rosen. But is anything in here that was done by President Trump or DOJ? Нет, ты за что стоишь? За что? Ты ради чего-то же там говорит, да, понимает он тебя. Ну вот наоборот только, да. Ну вот можно, значит, как-то, вот если ты за что-то стоишь, к этому можно сказать как-то, ну да, что я действительно вот верю вот в это, или вот действительно как-то там, типа того, он про себя и говорил, да, типа того, ну это он, да, ну там много чего, как бы в позицию масонов сильнейших, типа того, он на себе так говорит, да ну я понял тебя, да, сильнейших, привилегированных, то есть, или кто,
да, долгих образований, да, понимает, это, кстати, понимает он тебя просто. То есть, вот видишь, что это, оно все приходит, когда может, да, он тебя понял. Ну да. Jeffrey Clark or anyone else, actually a violation of a law? I can't tell you, Jake, whether it's a specific law that was violated, but I can tell you this for sure. We were a half step away from a constitutional crisis, the likes of which this nation has never seen. Think back on this. November 3rd election. Trump disputes the Нет, видишь, result. ты такой будешь. Я удовлетворяю, у них такие, и люди такие, а что ты у нас таких потребителей вроде как бы, самое, как, особо-то нам не интересно, типа того. Я и говорил, да, типа Goes to 50 or 60 ну да, votes да. across the United States and makes Но, days, flops and ну fails что-то in вот every есть все single равно, one да, of them. значит, Next step, надо let's go to донести the просто, Department of Justice. да, понимаю. He's got a new Attorney Типа General, того, acting да. Attorney Ну General это не Jeffrey суть Rosen, разговора, да. calls him immediately, and as the record Да, represented в shows, блокноте, on короче, 9 работает. different occasions, either on the phone or calling him into the White House, is badgering this man to buy into the big lie theory. Gives him these crazy theories of vote fraud generated by none other than Rudy Giuliani and others off the internet. And Rosen just basically says, no, they're not credible, I'm not going to do it. Then comes the moment where Trump basically threatens to take away his title as Attorney General and put his buddy, Jeffrey Clark, in the position. I want to tell you, at that moment, January 3rd or 4th of this year, it was a critical moment in our nation's history. Thank goodness the president relented at the last second. His own counsel, Pat Cipollone, basically said it was a murder-suicide pact that he was considering, and there were going to be resignations all across the country if he did anything this radical. But the president was prepared to do this up until the very last minute. So, as you know, Republicans on your committee put out a rebuttal to your report. Their top listed defense of President Trump is, quote, President Trump listened to his advisors, including high-level Department of Justice officials and White House counsel, and followed their recommendations, unquote. In other words, they're saying whatever they talked about doing, they didn't ultimately actually do. How do you respond? If I can put that in simple terms, I believe what they're saying. Well, it wasn't a coup, it was only an attempted coup. Well, that's the basic evidence before us. It was an attempt by the President of the United States to persuade the Attorney General to do something unprecedented in American history without any Вот надо support of the заполнять это law. как-то, понимаешь? Как вот эту пропасть между тем, что ты делаешь за день, вынужден вроде делать, да, то есть неважно даже ради чего там, типа, да, понимаешь, и как бы настоящим тобой, да, скажем так, да, и в том, что ты веришь, да. Ну тут еще, типа того, ты силу во всех делах, да, с одной стороны так, а с другой. Я думаю, что женщины роднее, как бы нас, наверное, так, как я так думаю, что да, понимаешь, что у них не зря судьба может быть, наверное, судьба, наверное, не знаю. Я не про женщин имею в виду. Я имею в виду, что да. Ну да, нет, он тебе так говорит. Да. Ну вот это, нет. И про хищнические настроения, я не считаю, что это нормально. Понимаешь, мы не хищники. Человек это не мы, да. То есть пользуешься какой-то темнотой или чьей-то слабостью или незнанием чьим-то, чтобы что-то отхапать себе на какое-то время. Я не думаю, что это как это, да. Лучше жить себя самого, как бы, да, типа, на крыле как-то так, типа того. Потому что, да. В конце концов, это просто нехорошо, как некрасиво, наверное, потому что нет, наоборот, что ли, наоборот, да, понимаешь, да. Вот в том-то дело, что деньги, да, они много чего диктуют, понимаешь, ты понимаешь. А если люди узнают вообще, да, и так далее, да, понимаешь, да. Вот как сделаться, да, понимаешь, да. Вот я и говорю, поэтому проще всего что-то или нарядиться, или просто там болтать что-нибудь, да. Ну, это хорошее начало для того, чтобы быть каким-то профессионалом. Ну, наверное, а может и нет. Болтать это тоже. Но если профессия у тебя болтун, то ты что, деятель? Это, ну, как бы блогер, что ли, на донаты живущий, что ли, кто? Кто там может еще таким быть? Там, стример, блогер, как бы, что-нибудь типа того, да? Ну, в смысле, человек, ну, типа, для развлечения, да. Ну, этих полно же всяких. Обзорщиков, шмобзорщиков, там, вот это, да. Типа того. То есть ютубер какой-нибудь, там, еще что-то. Да. Нет, почему плохо, это хорошо. То есть, да, он тебя просто понимает, да. То есть это, ну и что, так ты на эти деньги жить, так что ты еще жалуешься, что ли? Он тебе просто говорил, да, понимает он тебя. Да. Ну, нет, если что, я себя не представляю как таковым, меня вообще не понимает, да. Да, я тебе прибыль, ну, как бы, ну, не знаю, выгода я имел в виду, да.
Столько, ну или прибыль, какая нахер, ну да неважно, нету, короче, ничего. Я к себе просто говорю, да, я просто, вот это про тебя говорил, да. Деньги, народу надо отрабатывать, да, деньги, да, понимаешь, да, короче, понимаешь. Как эту пропасть, как быть самим собой, при этом мужчиной? Можно так? Да, как бы, да, он тебя понял, да. Как быть искренним, и при этом, да, понимаешь, верить во что-то, да. Да, всегда будешь немножко, да, потом уже сам говорю, да. И ничего страшного, ты просто скажешь, чего-то я несовершенен, как бы, чего-то не знал, но буду дальше делать лучше, типа того, да. И вот получается у тебя, да, и какое-то изделие тогда, что ты деньги получаешь, не изделие, что ли, а деятельность какая-то, да, понимаю, там тебя. Ну да, супинус, думаешь, да. Ладно, да, ну да. Да. Решить демократию, да, это у тебя просто. Ну, наоборот, так, да. Понятно, да, это слишком много всего говорит, да. He sure as hell tried. 9 different occasions, relentlessly badgering this acting attorney general. Thank goodness he stood his ground. I mean, I don't disagree with what you're saying, and the report is alarming. It adds new, shocking details to what we already knew. But I guess my question is, now what? What are you going to do to make sure it doesn't happen again? This doesn't have to do with, for instance, the John Lewis Voting Rights Act. This is about corrupt officials abusing their power and attempting or discussing disenfranchising millions of Americans. What are you going to do? Well, some things have already been done. Merrick Garland, the new Attorney General, has established new standards for communication between the White House and the Department of Justice. The last time we took a serious look at this, there was a president named Nixon in office, and we were in the middle of Watergate. But it's time to take a look at the standards of communications. Mark Meadows, every time some harebrained theory would cross his desk, was calling the acting Attorney General saying, here's proof positive, investigate this one. Well, those sorts of things go way beyond the bounds of what we thought were the established standards. The second thing is to say that the Department of Justice has no business trying to change the outcome of an election in the United States. Go after alleged illegality, for sure. But changing the outcome of the election, hold back. То есть, вот да, ну он тебя понял, да. То есть надо двигать вперед, как бы, да, понимаешь? Да, у тебя не получится просто взять так все. Надо это, да, то есть, ну а что, ну а как лучше-то, да, понимает. Ну возьми свою, да, значит, понимает он тебя, да. Чтобы тебе понравилось, чтобы это было не чужое просто, а то значит с нуля надо какой-то свой сделать предел, да, понимает, да. Типа того, да. Ну да. Ну да, он тебя понимает просто, да. В каком-то смысле, может быть, ты прав, как бы, да, он тебя понял просто, да. Он Света говорит, да. Ну, понимаешь, как бы, да, свет души пролей, да, типа того. Да, да, понимаю. Да. Ладно. That the Trump era, and especially the last few months of the Trump presidency, revealed to the nation is how much of our system here in the United States depends on the honor system. And if there is a group of political leaders who have no honor, that's not going to work. So what more can be done? I'll tell you what happened here. Jeffrey Rosen was Deputy Attorney General, and I question whether he was ready for that job based on his background. Then came the time when he was actually the acting Attorney General for a long period of time. He stood his ground, and that really is at the core of a functioning democracy. People are willing to stand up for principle, even under withering political criticism. And how bad could it have been to get a telephone call after telephone call from the President of the United States? Yeah, but that's my point. I mean, the Liz Cheneys and Adam Kinzingers over there are the minority. Brad Raffensperger's about to lose his job, possibly, as Secretary of State in Georgia, to Jody Hice, a congressman who is all in on the big lie. I mean, they're preparing to do it again. History is going to be kind to these people. I'm certain of it. And when it's all over, that's really a measure of public service. Well, did you stand up for principle and value, even at the risk of losing an election? I think many of these people will be treated very well by history. History's written by the winners, so I guess we'll see. Judiciary Committee Chairman Senator Dick Durbin of Illinois, thank you so much. Appreciate it.
I think we're unique because now, as you can see, we are in a studio atmosphere. We're not in a remote atmosphere anymore. But then how do we kind of continue to use StreamYard is pretty much Короче, every... ничего не случилось на самом деле. Просто так там, да, дожиму там что-то вообще деталей. News signals this morning that former President Trump will stay defiant as Congress investigates the lead up to the January 6th Capitol riot, indicating he'll exert his executive privilege to avoid investigators' requests. Four key Trump administration officials ignoring a subpoena deadline from the congressional committee investigating the riot. NBC News confirming reports the former president directed them to disregard the demand for documents. A Trump spokesperson telling NBC those lawmakers have put forth an outrageously broad records request that lacks both legal precedent and legislative merit. Executive privilege will be defended. Now, new details on the extraordinary lengths Donald Trump went to in the days before the riot to try and undermine the 2020 election. And they're not taking this White House. We're going to fight like hell. A Senate report detailing 9 times the then president pressured top Justice Department officials to overturn President Biden's legitimate victory, describing near daily outreach to the DOJ and a bombshell meeting on January 3rd. That's when, the report says, former President Trump threatened to replace the acting Attorney General with a loyalist who would help Mr. Trump try to prove the election was stolen, even though it was not. But top DOJ officials warned of mass resignations if that happened. The White House counsel said he would step down too, reportedly calling Mr. Trump's plan a murder-suicide pact. The then president backed down, the report says. We were a half step away from a full-blown constitutional crisis. Those details, based on documents and interviews conducted by the Senate Judiciary Committee in a report. Those details, based on documents and interviews conducted by the Senate Judiciary Committee in a report titled "Subverting Justice," describing Mr. Trump's conduct as relentless. But Republicans on that committee say his actions were consistent with his responsibilities as president to faithfully execute the law, arguing he did not weaponize DOJ for his personal or campaign purposes. One top Republican pointing out, in the end, Mr. Trump did not ultimately replace his acting Attorney General. The president did the right thing. If he had made another decision, you would have had a problem. As for that January 6th Select Committee, they've also just issued a new round of subpoenas requesting information from the organizers of a pro-Trump rally at the Capitol that day. Craig? I've seen your Washington correspondent, Howard Jackson, for us. Howard, thank you. Когда-то давно я уже находил и обозревал моды на сталкер с плохими оценками. Мне было интересно. Да. Нет, что-то это так. Интересно, за что люди задизлайкали, скажем так, тот или иной мод. И в этом видео мы посмотрим именно на такое творение. Оценка у мода всего 2,9 из 10. Это супер низкая оценка, причем на основе 20 с чем-то отзывов, что в принципе немало. Если бы вы хотели, чтобы я еще снимал видео по таким модам, то не забывайте оставлять свои лайки, наливайте себе чай и приятного просмотра. Прекрасное начало. Этот мод как старый Жигуль, со второго раза завелся. Поговорить с порохом. Новое задание. Team Travel представляет День одиночки. Причем я, кстати, в настройках вообще ничего не менял. Я просто опять начал новую игру и на этот раз удачно. Очнулся на базе чистого неба на болотах. Кто у нас населяет базу? Неужели чисто немцы? Да нет, какие-то другие ребята. О, тут даже есть медицина какая-то. Но это мне в карман. На болотах пригодится. Пока вроде нормально. Не считая вылета, как я только начал игру, я не вижу ничего плохого. Вот и даже эта балдежная музыка. Только послушайте. Сразу такая атмосфера навеивается. Тихий, БСС-винторез. Неплохо с самого начала. С винтарем-то. Порох. О, тихий. Как раз ты мне нужен. Слушай, дело есть. Нужно зачистить логово мутантов. Так, я за такую мелочь не берусь, сам знаешь. Мелочь мелочью, а я уже туда послал один отряд. Таких недель нет. Думаю, там не все так просто. Ну, может, твой отряд состоял из зеленых? Нет, достаточно опытные охотники. А, то есть один отряд пропал. Теперь ты меня решил на смерть отправить. Хотя
найди отряд. Деньгами не обижу. Ладно, посмотрим, что там. Пойди найди. На другом конце карты. А проводники-то у нас есть? Может, вообще о чем-то еще можно поговорить? Скадовск. Где ближайший лагерь сталкеров? Скадовск. Понимаю. Вернее, начинаю понимать. На самом деле, это не так уж сложно подправить. О, он продает у нас детекторы. За 15 тысяч можно купить сварок. К сожалению, денег сейчас нет. Можно с каким-то еще полазить. Можно найти что-нибудь интересное. Так, аптечка 500 рублей. Мне кажется, цены пока... Хотели построить полноценный бизнес и кратно вырасти в доходах? Привет, меня зовут Салихудинов, я независимый финансовый советник и владелец крупнейшей компании по инвестициям и управлению личными финансами. Как плюс-минус адекватно? Где будет 15 тысяч искать, я, конечно, не знаю, но может с помощью моего отклика найду какую-нибудь медузу. Ну и вроде как все. Тут облутал, нашел себе немного медицины. А я вообще что, я хотел поговорить, может у кого-то квест есть? Например, профессор Терешков. Нет, можно только помощь попросить. Значит, отправляемся к местному торговцу. Он больше на бандита похож. Угрюмый, тоже ничего. Продает, нормально, для первой локации. Ну, значит, все, выходим на болото. Работа будет? Конечно, будет. У меня как раз на артефакт медузы заказ. Мог бы найти? Конечно. Есть предположение, где она образовалась. Смеешься? Я откуда знаю. Пройдись по аномалиям, может найдешь. Ладно, привези меня на болото. И появляюсь я возле рыбацкого хутора. Так непривычно, что отрядов нет на карте. Я прям смотрю, штука нанятых буду. Но нет, это же у нас на платформе ЗП. Тут 3 человек рядом. Все похоже в здании сидят. А, сейчас один. Это с базы, что ли, улавливался? Тут у нас видимо проводник, чтобы на базу, да? Да, чтобы на базу провести. Ладно, на другой конец карты по квесту. Пока все терпимо. Мод ругают за то, что очень много беготни. Одна из основных причин. Я, конечно, хотел посмотреть на трэш, но пока тут трэш как такового не вижу. Был у меня один мод такой, тоже с очень низкими оценками. Назывался он «Опасный вирус». Кому интересно, я ссылку прикреплю в описании к этому видео. Посмотрите. Вот это настоящий трэш. Здорово, мужики. Вот тут чисто не бокс, кстати, сидят. Здорово, мужик. Ну, я так понимаю, новая группировка? Нет, старая. Ладно, иди разберись со своим А как? Диалог не могу. Невозможно прервать. Мы, оставшиеся представители клана «Чистое небо», в 2011 году занимали место, где сейчас находится местный бар. Времена были не очень хорошие. Группировка распалась. Ну а мы решили продолжить дело. Наша задача изучить зону, понять ее принцип и постараться ее уничтожить. Сейчас у нас нету ни людей, ни средств для изучения. А почему вы сейчас располагаетесь у насосной станции? Видишь ли, ваш бармен, чтобы его зона сожрала, не одобрил наше присутствие. Он слишком много людей в наши, как он выразился, темные дела заманивает. Хотя на самом деле мы всего лишь искали подходящих нам людей, давали мелкие поручения. Кстати, я смотрю, ты опытный сталкер. Есть желание помочь. Много не заплачу, сам понимаешь, но плюс в карму. Интересно, и что же ты хочешь? Нам нужна пушка ЛР-300. Думаю, сам видишь, что многие ребята ходят с обычными двустволками. Ладно, поищу. Но пока что я вижу, что это супер простецкий мод. Хрена себе, какие-то боевые тушканы. Боевые тушканы уже сократили